Всем привет! В этом видео я приготовлю муссовый торт с очень яркой облепиховой начинкой. Если вам интересно, смотрите дальше. Для крем-ю нам понадобится облепиховое пюре, кукурузный крахмал, сахар, сливочное масло и желатин. Пюре ставим в ковшик, крахмал перемешиваем с сахаром, добавляем в ковшик к пюре, ставим на плиту и постоянно помешивая, варим до загустения. Он станет вот такой кремовый и не будет привкус крахмала, если попробовать на вкус. В горячее пюре добавляем набухший желатин, перемешиваем, потом добавляем сливочное масло и перемешиваем до однородности. Для более гладкого состояния можно перебить блендером или в конце пропустить через сито. Крем-ю наливаем в нужную нам форму, которая нам подходит для будущего торта. И полностью надо заморозить в камень. Далее я буду готовить ванильный мусс. Для этого нам понадобится желтки. Перемешиваем с сахаром. Добавляем молоко. Перемешиваем до однородности и ставим на плиту. Постоянно помешивая на маленьком огне, нам надо эту массу довести до примерно 83-85 градусов. Когда масса стала более кремовая, она хоть и остается довольно жидкая, но она уже превратилась в такой очень нежный крем. Тут очень важно не перегреть эту массу, чтобы не был привкус желтков. Пропускаем крем через сито, добавляем набухший желатин, все перемешиваем. В крем добавляем сыр маскарпоне. Конечно, мы можем использовать обычный крем-чиз, но вкус у нас поменяется. Этот мусс очень нежный, сливочный. На крем-чизе он будет с соленым привкусом. Добавляем сливки, которые сбили до мягких таких пиков. Они остаются жидковатые, недобитые. Мусс наливаем в форму, примерно 1 сантиметр высотой. Так как мусс довольно жидкий, его надо поставить в морозилку, чтобы немного схватился. И потом кладем слой бисквита. Рецепт есть на канале, ссылку оставлю в описании. И когда мусс немного подморозился, то бисквит не загружается в этот мусс, а остается на поверхности. И опять можем поставить в морозилку, чтобы мусс с бисквитом немного схватились, прежде чем наливать следующий слой мусса. Тут просто надо смотреть, насколько жидкий мусс, как держится каждый слой. Но идея такая, чтобы бисквит или начинку красиво поставить, и она не утонула в этот мусс, надо просто замораживать каждый раз, каждый слой мусса. Крем-ю подрезала немного по бокам, чтобы он влезал в эту форму. Так как крем-ю полностью замороженный, то мусс сразу схватывается. Наливаем следующий слой мусса. Когда мы ставим последний слой бисквита, то он должен выступать из формы, из этого мусса примерно 2-3 мм. Торт полностью заморозила в камень. На это уходит примерно 10 часов.
Велюр я готовлю на 100 грамм белого шоколада, добавляю 50 грамм какао-масла и 15 грамм растительного масла. На полностью замороженный торт наношу велюр. Температура велюра до 35 градусов. В идеале 30 градусов, тогда получится очень красивая крошка. И чтобы равномерно и красиво покрыть торт велюром, я обычно поднимаю в руки, вращаю торт в нужное положение и наношу велюр там, где трудней попасть. Потом ставлю торт обратно в морозилку, подготавливаю зеркальную глазурь. Это у меня классическая зеркальная глазурь. Также есть видео на канале, ссылку оставлю в описании. Чтобы нанести зеркальную глазурь на торт, который покрыт велюром, я беру примерно 38-36 градусов зеркальную глазурь. Ждем, пока глазурь стабилизируется и больше не будет стекать. Проходимся по бокам, снимаем потеки. Чтобы торт перенести на подложку, надо просто уверенно его взять в руки и потом, придерживая спатулой, ставим на подложку. И в итоге у нас получается вот такой элегантный торт. Когда торт покрывается велюром и зеркальной глазурью, он не требует дополнительного декора. Он сам по себе уже выглядит очень красиво. И по этой границе, где встречается зеркальная глазурь и велюр, я добавила пищевое золото. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Всем пока!